Давайте посмотрим одно видео. Октябрь этого года, Санкт-Петербург. Этот ролик моментально разлетелся по сети, стал настоящим хитом ТикТока, а в Z-телеграме вызвал неконтролируемое горение у военблогеров. На музыкантов набросился даже член президентского совета по правам человека Ахмедова. С того ролика началось дело Stop Time, одно из самых резонансных в России дел военного времени. В отношении молодых исполнителей система просто слетела с катушек. За одно уличное выступление их арестовывали по несколько раз подряд. Представьте себе, что вам по надуманному поводу дали 13 суток административного ареста. Почти 2 недели в изоляторе. Да еще и совершенно несправедливо. Такой опыт никому бы не хотелось пережить. Представьте, это примерно как застрять в лифте. Только не на час, а на 13 суток. Но раз такое случилось, то остается считать дни и относиться к происходящему как к какому-то необычному опыту. Просто подождать 13 дней и выйти и жить дальше. И вот, все дни посчитаны, вы собираетесь поехать домой, принять душ, прийти в себя, поесть домашний борщ. Но вдруг вместо дома опять отделение полиции, повторный арест еще на 13 суток. За то же самое действие, только теперь по другой статье. Потом вновь то же самое, по 3-му кругу. И неизвестно, сколько кругов впереди. Никакого фиксированного срока больше нет. Может так быть и полгода, и год. Называется такая практика карусельным арестом. Через него и пришлось пройти музыкантам группы Stop Time. 2 круга прошел ударник Владислав Леонтьев, по 3 круга гитарист Александр Орлов и клавишница и вокалистка Диана Логинова. Она же Наока. Ей всего 18 лет. Вот так власти набросились на совсем молодых людей. Вы много просили рассказать об этом деле. Я очень хотел. Но все время, пока вертелась эта дьявольская карусель, и было непонятно, что будет дальше, я был на связи с защитой группы. И они просили не подсвечивать ситуацию, не говорить о ней, не раскручивать, пока дело не разрешится. К сожалению, в нынешнее время в политически мотивированных делах огласка часто может вредить. И так же думали и сейчас. Поэтому я молчал. Однако Диана и Александр сейчас в безопасности, на свободе и за границей. Поэтому вспомним, что произошло, и обсудим, откуда у системы настолько демонстративная свирепость по отношению к совсем молодым людям, которые не совершили никакого преступления и, казалось бы, не сделали ничего опасного для властей. Перед тем, как начнем, напомню, по ссылке в описании вы найдете способы обойти блокировки и сравнение разных VPN-сервисов. Один из них, спонсор рубрики VPN Liberty, предлагает попробовать месяц бесплатно, без привязки карты. Группа Stop Time появилась недавно, в августе 25-го в Санкт-Петербурге. Вокалистка-клавишница, выступающая под псевдонимом Наока, учится в музыкальном училище имени Римского-Корсакова. Уже есть достижения, дипломы за конкурсы и фестивали. Ее можно было увидеть на сцене во время официальных городских мероприятий. Но широкую известность в узких кругах принесла не сцена, а улица. Вместе с Александром и Владиславом Наока исполняет каверы на песни популярных российских музыкантов. Среди них есть песни иноагентов. Но, во-первых, их исполнение никак не ограничено законодательством. А во-вторых, в России 25-го года репертуар окажется невелик, если не петь всех тех, кто по какой-то причине оказался властям неугоден. Выступления в Петербурге начались еще весной, а к августу группа приобрела местную популярность. У них появился телеграм-канал и, если можно так сказать, официальный логотип.
конце августа группа заплатила штраф за нарушение закона о тишине. Тогда на музыкантов обратил внимание Noise MC, чьи песни Stop Time исполняла. Именно кавер на песню Noise «Кооператив Лебединое озеро» сделает группу известной как в России, так и за ее пределами. Но перед этим восторженный отклик на уличный концерт успела дать еще одна музыкантка в изгнании – Монеточка. Меня очень впечатляет смелость этих ребят. Если не ошибаюсь, группа называется Stop Time. Группа Наоки. И прямо в центре Петербурга исполнять эти песни – это, конечно, очень смело. Я не знаю, стоит ли мне публично их поддерживать, потому что я переживаю за их безопасность. Может быть, наоборот, нужно про это как-то не говорить, я не знаю, как правильно поступать, но они меня очень впечатляют, вдохновляют, и я бы так не смогла. Уличные музыканты – душа и украшение всякого города. А группа Stop Time становится для Петербурга настоящим явлением. Не считая мелкого инцидента со штрафом, Наока, Александр и Владислав не просто не нарушают закона, но играют так, как будто нет никакого беззакония вокруг. Как будто работает Конституция, разрешено все, что не запрещено. Будто нет безумного нагромождения негласных норм, а правоохранительные органы и вправду сохраняют права граждан. Их слушатели собираются не просто послушать музыку, а побыть в этаком заповеднике нормальности, который периодически возникает прямо посреди города. Одно из выступлений Stop Time опубликовало у себя в Инстаграме издание «Бумага». Там песня Монеточки «Это было в России». И вот какие комментарии написаны под постом. «О, это мы!» Это комментарий самой Наока. «Блин, ребят, в России же посадят за это. У нас же за убийство не сажают, за песни сажают». Смелая девушка, будущее России. Представляете уровень деградации страны, если мы говорим, что люди смелые, потому что поют абсолютно безобидную песню? Там ни слова негативного про Россию нет. Но мы все понимаем, что ребята ходят по лезвию ножа. Музыкантов задержали 15 октября, через 4 дня после выступления, где как раз прозвучала та самая песня Нойза «Лебединое озеро». С 16 числа начались карусельные аресты. Наока последовательно вменили организацию несанкционированного митинга, дискредитацию армии из-за песни «Ты солдат» и снова дискредитацию уже за песню «Светлая полоса». Арест группы решили записать себе в заслугу сразу несколько лиц. Среди них депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Романов. В Петербурге начался полицейский рейд против уличных музыкантов. Было составлено более 20 протоколов. За поддержку группы Stop Time были арестованы на 14 и 15 суток музыканты из Екатеринбурга и Перми. Во втором случае назначили еще 60 часов исправительных работ. Но после 3 арестов Диану и Александра отпустили. Чуть ли не в формате спецопераций. Их вывезли из спецприемника на машинах без опознавательных знаков в другой район города. Помню, как моросило, а я шла из кино. Это было в России, значит, было давно. Это было в России, значит, было во сне. Сон украсть не под силу, он останется мне. Почему власти так триггернулись от выступления? Мы можем только гадать. Возможно, им не нравится в принципе, что кто-то делает что-то несогласованное на улицах Петербурга или там Москвы. Но, думаю, особенно им не нравится, что делают это молодые люди. Практика подобных арестов должна была показать не просто уличным музыкантам, а целому поколению, что лучше не высовываться. Даже не думайте не то что про протесты, а даже про намеки на протесты. Нельзя никому показывать, что вы думаете про ситуацию. Все ведь знают, что вы про нее думаете. Но показывать никому нельзя. Что вы думаете про власть эту? Не то что на митинге, даже петь песни с намеками на недовольство тоже нельзя. А попробуйте, закатают в асфальт, вот пример. Во все времена те, кто постарше, брюзжали в адрес тех, кто помладше. Мол, вот в наше время не то что нынешнее племя. Я тоже так могу поворчать. Например, когда новый молодой член команды не знает, кто такой Черномырдин. Ну что за молодежь пошла? Никогда такого не было, и вот опять. Конфликт поколений вообще это обычная часть общественной жизни. Однако в России сегодня мы наблюдаем довольно необычную картину. Перед нами система, выстроенная вокруг одного конкретного физического лица уже сильно запенсионного возраста. В такой системе брюзжание превращается в ненависть режима к молодым гражданам, а ненависть становится жестокостью. Молодые одним фактом даже своего существования напоминают Путину,
что после него тоже будет жизнь. История на Путине не закончится. Хуже того, всякий российский старшеклассник и студент кое в чем априори к власти настроен оппозиционно, даже если самоустранился от политики. Кому сейчас 17-20 лет, тот, вероятно, задумывается, какой будет его жизнь в 30 и в 40. Выбирает профессию. А если выбрал вуз, то думает, правильно ли сделал выбор, пытается прикинуть, что дальше. В условном 2040-м точно не будет никакого Путина. А миллионы россиян не только не воспринимают как аксиому лозунг «нет Путина, нет России», так еще и собираются в постпутинские годы достигнуть расцвета своей профессиональной и личной самореализации. Но куда же это годится, а? Кроме того, уже как минимум второй раз за время путинского правления подоспело небитое поколение граждан, для которого, казалось бы, недавнее болотное дело – это вообще какое-то предание старины глубокой. Что-то из среднего палеолита, когда древние москвичи добывали пищу в магазинах «Седьмой континент» по рассказам родителей или бабушек. Небитое поколение не только думает о будущем посмело, но и задает вопросы к настоящему. К примеру, вы кто такие, чтобы наш интернет ломать? А вы кто такие, чтобы разменивать нашу жизнь на ваши бредни? В нормальной ситуации поколенческий конфликт строится вокруг вопроса, могут ли старшие без опаски передать наследие младшим? Передать страну, ее богатство и возможности, созданные трудом отцов, дедов и прадедов. Однако путинским властям претит сама концепция, что они обязаны оставить после себя какое-то наследство. Путин не переживает, на кого он оставит державу. Наоборот, его беспокоит, когда люди дают понять, что собираются жить после него и хотят, чтобы им оставили что-то помимо долгов, упущенных перспектив и роскошного музея коррупции в Геленджике. Когда Путин был еще относительно молод, у него имелись ручные молодежные движения. Наши, Россия молодая, там, молодая гвардия. Сейчас остались только молодогвардейцы, да и тех почти не видно и не слышно. Да и не молоды они уже. И сдохли пропутинские организации вроде проекта «Сеть». Большинства даже сайты не открываются. Беда со всеми этими движениями была концептуальная. Путин, которому чуть за 50, мог как-то попробовать привлечь заметную часть молодых и активных граждан. Но теперь главе государства чуть за 70. Куда ему в работу с молодежью? Не удастся пообещать еще пару десятилетий в теплых лучах сияющего вождя, потому что нет у него стольких лет в запасе. Поэтому в самом мягком варианте молодежи предлагают установки из фильма «Союз спасения», выход которого совпал с окончательной ликвидацией большинства пропутинских молодежных движений. Дескать, не будь как глупые декабристы, сиди на месте ровно и не бузи. Ничего не желай, ни о чем не мечтай, ни к чему не стремись, будь послушен царю и живи сегодняшним днем. Если сегодня у нас крепостное право, значит так надо, а кто не согласен, тот мечтательный дурак. В среднем варианте подсовываются идеи в духе нового учебника истории. Пропаганда беспомощности, обреченности, патологическая обида на Запад, который за много столетий, дескать, запинал бедную Россиюшку, и лишь один Путин держит этот корабль на плаву. В крайнем варианте система проявляет к молодежи ту самую жестокость. Карусельные аресты, тюремные сроки, истошные вопли Соловьева про потерянное поколение – это лишь самые заметные проявления ненависти к людям, которые возомнили, будто им можно жить после Путина. Случай Дианы Логиновой и Александра Орлова пока что трудно назвать историей со счастливым концом. Никто не заслуживает пережить карусельные аресты. Даже самого злостного хулигана Конституция должна защищать от повторных наказаний за одно и то же деяние. А что уж говорить о молодых людях и музыкантах, которые не совершили никакого преступления. Никто не заслужил, чтобы его принудили бросить все и уехать. Нельзя обманываться. Принуждение к отъезду – это никакой не гуманизм и не привилегия. Даже во времена СССР, когда многие мечтали уехать, насильственная высылка из страны была одной из форм репрессий. Насчет этого не должно быть иллюзий. Однако счастливый финал в истории Дианы и Александра обязательно наступит, ведь он совершенно неизбежен. Природу не обманешь. Нелюди уйдут, и не в 150, как Путину грезится, а раньше. Будет музыка и будет жизнь после них в России, в Петербурге и в Москве. До завтра. На глазах 5 слоев черный сморч. Каждый зрачок ищет кто третью ночь. Каждому телу охота прилечь, но ты сам знаешь, что это может помочь. Так что вставай, не конючь. Говорят, что у правой ноги длиннее шаги, и мы нарезаем круги. А я говорю, мы дойдем вопреки. Там впереди огоньки, их просто не видно пока.
бросит, там, где скоро блеснет под наш клич хоровой. Горизонта рассветного бросит, где мы тени отбросим опять, как доставшую крайне удобную ношу. Поднимайся скорей, твою мать, я тебя здесь не брошу. Светлая будет полоса в этой тьме, что беспросветна, как снег на парусах. Стебли новые из ветра пробьются в небеса, на листе в лучах рассветных запустит роса. Да, я верю в то, что светлая будет полоса в этой тьме, что беспросветна, как снег на парусах. Стебли новые из ветра пробьются к небесам, на листе в лучах рассветных заблестит роса. Спасибо.